Россия богата лесом. Значение его трудно переоценить. Но, несмотря на все обилие лесных запасов, настало время, когда уже нельзя мириться с тем, что при переработке древесины более трети ее попадает в отходы. Вот почему одной из задач 9-й пятилетки является повышение коэффициента использования древесины до 75% на основе ее комплексной химической и механической переработки. Налаживание изготовления древесно-стружечных плит – один из путей решения поставленной задачи. В системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации многие ремонтно-строительные организации ведут работу по использованию древесных отходов. В настоящем выпуске мы расскажем о двух из них. Цех по производству ДСП Треста-Ремстрой города Горького. Отходы пиломатериалов транспортируются сюда пневматическим способом. Сушка и дробление производятся в специальной установке. Качество изделий находится в прямой зависимости от правильного режима сушки. Затем древесная масса поступает в смеситель и перемешивается со связующим веществом – мочевино-формальдегидной смолой и отвердителем хлористым аммонием. На изготовление 1 квадратного метра ДСП толщиной 10 мм расходуется 7 кг древесных отходов, 700 граммов смолы и 140 граммов отвердителя. Готовая масса укладывается на металлические поддоны и подпрессовывается в однопролетном холодном прессе. После чего поддоны по рольгангу подаются на 12-ярусную этажерку, где при температуре 170 градусов и давлении до 10 килограммов на квадратный сантиметр масса подвергается горячему прессованию. Проектная мощность этого цеха – 7000 кубометров ДСП в год. Рационализаторы Уфимского городского ремонтно-строительного треста создали агрегат для изготовления щитового паркета на древесно-стружечном основании. Материалом для изготовления клепки служат срезки, получаемые при производстве досок из древесины лиственных пород. Прежде чем попасть в цех, некондиционные пиломатериалы укладываются в штабель и подаются в сушильную камеру. Паркетная клепка изготовляется на полуавтоматической линии, которая состоит из 3 многопильных станков. Вначале пиломатериал режется на бруски 30-миллиметровой толщины. Затем каждый брусок распускается на 6-миллиметровые рейки. Эти рейки 4-пильный маятниковый станок режет на паркетную клепку длиной 150 миллиметров. После сортировки паркетная клепка укладывается в специальные рамки-поддоны с таким расчетом, чтобы паркетный щит был заданного рисунка. Затем поддоны по рольгангу подаются в прессовочное отделение. Для надежного скрепления клепки с основанием наносится слой клея. После чего поддоны с клепкой заполняются приготовленной массой такого же состава, как и при изготовлении древесно-стружечных плит. Сформированные поддоны загружают в многоярусный гидравлический пресс.
где происходит прессование и склеивание паркетных щитов при температуре 120 градусов в течение 20 минут и при давлении 20 кг на 1 квадратный сантиметр. После разгрузки пресса щитовой паркет в остывочном отделении выдерживается под гнетом в течение 5 суток для снятия внутренних напряжений и предупреждения корабления. Кромки готовых паркетных плит подрезаются по шаблону до заданного размера. И поступают к шлифовальной машине. Готовая продукция, щитовой паркет, красив и прочен. Он удобен при транспортировке и легко укладывается. Годовой экономический эффект, полученный Уфимским Горремстройтрестом от внедрения поточной линии по производству щитового паркета и ДСП, составил 85 тысяч рублей. Работники Ремстройтрестов по достоинству оценили преимущества ДСП по сравнению с пиломатериалами. ДСП обладает однородностью физико-механических свойств, в условиях переменной влажности дает незначительные линейные изменения, а при ремонтно-строительных работах 1 кубометр ДСП заменяет 3 кубометра деловой древесины. На примере Горьковского и Уфимского ремстройтрестов видно, как то, что считалось бросовыми отходами, у рачительных хозяев становится ценным сырьем, из которого получают красивые, удобные в работе материалы, украшающие места общего пользования, служебные помещения, быт людей.